философия истории. Философия истории – это раздел философии, который исследует путь, идеал и цель истории. Понятие было введено французским философом Вольтером. В современной философии сложилось различие между спекулятивной философией истории и критической философией истории, которую теперь называют аналитической. Одна ставит под сомнение смысл цель исторического процесса, в то время как другая изучает основы и последствия истории исторического метода. Название взято из проводимого Бродом различия между критической философией и спекулятивной философией. Современные профессиональные историки скептически относятся к спекулятивной философии истории. Философию истории не следует путать с историей философии. История философии изучает развитие философского мышления в историческом контексте философии. Философия истории и история имеют двойное значение, которое включает факт прошлого и описание прошлого. Однако, если есть факты, которые не признаны, и факты прошлого, которые ошибочно признаны, то наблюдается расхождение между фактами и описанием. Поскольку сама история представляет собой ряд единичных фактов, необходимо охарактеризовать важность и влияние исторических материалов посредством академической интерпретации, извлечения, анализа и синтеза исторических материалов при описании истории. И она будет обладать свойством описываться как история только после того, как это будет сделано. Однако история, описываемая тем, что установлена в качестве стандарта ценности в данном процессе, может быть представлена в виде совершенно разных описаний, даже если в качестве основы используются одни и те же исторические материалы. Из этого можно извлечь два основных вопроса: на каких стандартах ценности следует основываться, и имеют ли эти стандарты универсальную действительность. Философия истории как раз занимается исследованием этих вопросов. Существуют трудности с разграничением философии истории и социологии, философии культуры, с философской антропологией, а также с историческими науками. Эта сложность определяет двойственное обсуждение философии истории как ответвление философского знания, как социологию. Аристотель утверждал превосходство поэзии над историей, потому что поэзия говорит о том, что должно быть правдой, а не просто о том, что является правдой. Геродот порвал с гомеровской традицией. Геродот, а позже Плутарх, про Плутарха есть видео на канале, я оставлю ссылку, выбирали свои исторические сюжеты с определенной установкой. И история должна была подавать хорошие примеры для подражания. Предположение о том, что история должна учить хорошим примерам, повлияло на то, как писатели создавали историю. События прошлого с такой же вероятностью показывали бы плохие примеры, которым не следует следовать, но классические историки либо не стали бы записывать такие примеры, либо переосмысливали бы их, чтобы подтвердить свое предположение о цели истории. От классического периода до эпохи Возрождения историки чередовали сосредоточение внимания на предметах, призванных улучшить человечество, и на преданности фактам. История состояла в основном из эпической поэзии, описывающей героические поступки. В XIV веке Ибн Халдун или Ибн Хальдун, про него есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку, который считается одним из отцом философии истории, подробно обсуждал свою философию истории и общества. Ибн Халдун часто критиковал праздное суеверие и некритическое принятие исторических данных. Его исторический метод также заложил основу для наблюдения за ролью государства, коммуникации, пропаганды и систематической предвзятости в истории. К XVIII веку историки перешли к более позитивистскому подходу, максимально сосредоточившись на фактах, но все еще стремились рассказывать истории, которые могли бы поучать и улучшать состояние читателя. И начиная с Фюстеля де Куанжа и Теодора Момсена исторические исследования начали переходить к более современной научной форме. В викторианскую эпоху историографы спорили больше о том, какие причины изменили историю и как можно понять исторические изменения.
понятие философия истории было введено французским философом Вольтером. Он отстаивал взгляд на историю прогресса, в котором история – это борьба между разумом и антиразумом, и разум в итоге побеждает. Гегель сделал историю серьезным предметом философии. Однако философия истории Гегеля подвергалась критике со стороны Ранке в XIX веке, когда процветала естественная наука, и, соответственно, история должна строиться только на фактах. Французский философ Леотар в известной работе «Состояние постмодерна» утверждал, что наш век с его постсовременным состоянием отмечен скептицизмом по отношению к метанарративам. Эти метанарративы, часто великие повествования, являются грандиозными крупномасштабными доктринами, философиями мира, типа исторического прогресса, познаваемости всего наукой или возможности абсолютной свободы. Леотар утверждает, что мы уже давно не верим, будто рассказы этого типа способны представить и вместить нас всех. Мы стали более бдительными к развлечению разнообразия и несовместимости наших стремлений, верований и желаний, и по этой причине постсовременность характеризуется большим количеством микронарративов. В 21 веке в связи с глобализацией процветает универсальная большая история, и это влияет на историю философии истории. В 20 веке, после того, как лингвистика и философия показали, что объективность была сконструирована, история стала утверждать, что история существовала с настоящим человеком, позже рассказывающим о событиях прошлого, и что не было нейтральной истории или объективной истории, кроме повествования. Однако, если такая идея будет тщательно продумана, нынешний индивид в конечном итоге без разрешения раскрутит свою собственную историческую историю и впадет в состояние, когда связь уже не сможет быть установлена. Кроме того, если человек изменяет события, которые на самом деле произошли, потому что в конце концов это субъективно, он впадает в крайний релятивизм и так далее. Что касаемо объективности, она основана на рациональности. Многие древние культуры придерживались мифических и теологических концепций истории и времени. И они рассматривали историю как циклическую. Это один из традиционных взглядов на историю, в общем, циклическая теория, связанная с теорией подъема и падения цивилизации. Согласно джайнизму, этот мир не имеет ни начала, ни конца, но постоянно проходит через циклы подъемов и спадов. На Востоке циклические теории истории развивались в Китае и в исламском мире, особенный вклад внес Ибн Халдун. В эпоху Возрождения распространенными стали циклические концепции истории, сторонники которых иллюстрировали упадок и возрождение, указывая на упадок Римской империи. Итальянский философ Джамбаттиста Вико, про Вико есть видео на канале, я оставлю ссылку, предложил циклическую теорию и теорию прогресса. Философия истории Вико была унаследована Кроче в 20 веке. В дальнейшем история стала рассматриваться как линейная и необратимая. Интерпретации Кондорсе, про Кондорсе есть видео на канале, я оставлю ссылку, различных стадий человечества и позитивизм Конта были одними из наиболее важных формулировок таких концепций истории, которые доверяли социальному прогрессу. Как и в трактате Руссо, про Руссо есть видео на канале, я оставлю ссылку, просвещение рассматривало человеческий род как совершенствуемый. Человеческую природу можно было бесконечно развивать с помощью хорошо продуманной педагогики. Циклические концепции продолжались развиваться в XIX и XX веках. Историк Полибий заявлял, что существует три политические системы – монархия, аристократия и демократия, и каждая из них, несомненно, падет в течение определенного периода времени и сменится следующим правительством. Монархия впадет в тиранию, аристократия впадет в олигархию, а демократия впадет в ахократию. Вырожденную форму демократии основаны на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов, где демагогия, тирания большинства и господство страсти преобладают над разумом. Ахократия характерна для переходных и кризисных периодов революции. Сюда входит идея о том, что мы можем понять значение прошлого, исходя из какого-то принципа, который, как предполагается, направляет историю, позиционирует настоящее и формирует видение будущего. Взгляд на историю, отстаиваемый Гегелем, это идеалистический взгляд на историю, согласно которому история – это процесс развития самосознания и процесс обретения свободы. Для Гегеля мировая история – это также страшный суд. Мировая история – это трибунал, который судит мир. Карл Маркс утверждал, что вся борьба в истории была классовой борьбой и рассматривал создание коммунистического общества без классовых различий и неравенства как конец доисторической истории. Теория
теория социальной эволюции, которая процветала в XIX веке, пришла в упадок в XX веке, но была возрождена в форме неэволюционизма после Второй мировой войны. Прогресс человечества и его цивилизации проявляется в том, что увеличивается общее количество потребляемой энергии. Уильям Макнил в таком ключе написал книгу. Историзм – это взгляд на историю, это неверие в то, что история имеет универсальную цель, но предполагается, что у каждой нации есть своя собственная история, дух нации, ее развитие, и что история – это соревнование каждой нации. Она не принимает универсальную телеологию для развития и прогресса человеческого общества, но подчеркивает экологические факторы и распространение культуры. Теория распространения культуры подтверждается эмпирическими исследованиями, такими как исследование мира торговли. Это активно изучается даже сейчас. Книга Харари «Краткая история человечества» включает в себя теорию распространения культуры. Экологическая теория разделена на экологический детерминизм и теорию экологических возможностей. Экологическая теория – это способ мышления, при котором прогресс человеческого общества и факторы окружающей среды не определяются тем или иным образом, а развиваются комплексным образом. Оптимизм немецкого философа Готфрида Лейбница, про него есть видео на канале, я оставлю ссылку. Исторический взгляд на то, что все является запланированной гармонией Бога, что для этого есть причина, даже если есть несчастье и иррациональность. В конечном счете все спланировано так, чтобы стать чем-то более лучшим. Взгляд на историю, отстаиваемый немецким философом Фридрихом Ницше. Про Фридриха Ницше есть видео на канале, я оставлю ссылку. Взгляд на историю, согласно которому в истории все повторяется без начала и конца.